Сегодня мы раскроем тайну века и, наконец-таки, узнаем имя человека. Задумайтесь на секундочку. Представьте, вы последний царь Николай II. 1901 год. Вы вскрываете сундук, запечатанный вашим прадедом, а там лежит свиток от монаха-провидца. Вы читаете о своем конце, а потом о том, кто придет после всего этого ада, после революции, войн, хаоса. И в нем наше спасение. Но имени нет, только загадка. Имя его трехкратно суждено, двое уже были на престоле, но не царском, а третий займет престол как законный государь. Все это, с одной стороны, звучит очень загадочно, а с другой – смешно. Потому что подобное предсказание, оно как угадайка. Крути как хочешь, а секрет внутри. Это как получить СМС отправиться. За тобой придет тот самый. Когда придет, ты точно его узнаешь. Ну или поймешь, что это он. Спасибо, Авель. Очень конкретно. И вот с тех пор вся страна, как детективы-любители, ломают голову. Как же его зовут? Добро пожаловать в самое абсурдное и увлекательное расследование в истории человечества, где все улики – это намеки, а главный подозреваемый уже родился и живет где-то среди нас. Ну что, поехали. Подозреваемый номер 1. Владимир. Это версия хит. Это просто фаворит. Главный кандидат в каждом паблике тайны истории. Первый Владимир по кличке Креститель, тот самый, которому богатыри служили верой и правдой, простенько и со вкусом. Второй Владимир по кличке, правильно, Ленин. А вот здесь магия календаря. Родился в один день с Крестителем, а праздновали и чествовали его в другой день. Ну, это после смены стиля. Может, совпадение? Но толкователи кричат «нет». Ну, а третий Владимир – это грядущий. Логика проста. Раз два Владимира уже отметились, третий – это наш царь. Многие смотрят, ну, вы знаете на кого. Но он так и не оправдал наших надежд. Хотя всем нам обещал мочить демонов в сортире. А народу обещал светлое будущее. А где мы оказались, вы все уже знаете. В общем, в глубокой заднице. Что-то тут не то. В общем, все это красиво, патриотично, но скучно, как в учебнике. И где тут престол царский? У Ленина был мавзолей, не престол. Подозрительно это все как-то. И очень похоже, что все это, слишком натянуто. Особенно если учесть, что царь-то давно не настоящий. Так что идем дальше. Подозреваемый номер 2. Сергий. Это версия для продвинутых мистиков. Тут толкователи уходят в глубокий символизм. Мол, Авель говорил не о царях, а о столпах духа. Первый – это Сергий Родонежский. Благословил Дмитрия Донского, духовный богатырь. А второй – это Сергий Валаамский. С ним тоже календарная магия. День памяти не совпадает с днем кончины. Третий Сергий – это царь. Тот царь, который будет править. Не мечом, а духом глубоко. Мудро. Но все же, друзья, это пророчество о царе, а не о святом. Как-то слишком уж оторвано от реальности. Что-то тут не сходится. Похоже, мы и здесь идем по ложному следу. Подозреваемый номер 3. Владислав. Версия «Сенсация» 2025 года. По интернету идет молва, искали, и вот, наконец-таки, нашли.
Ведь Авель был монахом-провидцем, а вовсе не поэтом. Или все же он был гениальным троллем? Что если он зашифровал не имя победителя, а имя исторического неудачника, которому только третья попытка принесет успех? Я тут покопался давеча и просто обалдел. Владислав I. Польский призрак 1610 года. Смута, бояре в панике кричат: «Давайте позовем царя!» Какого? Да вот польского королевича Владислава и позовем. Его имя, кстати, чеканили на монетах, ему присягали, а он так и не приехал, не короновался. Его царствие – это фикция, позор, фантом прошлой Московии. Это ли не престол царский? Первый лайк провалу. Владислав II. Рюрикович невидимка, сын Владимира Крестителя. И все. Ни летописей, ни дел, разве что только один документ 944 года, в котором упоминается, что якобы был такой. Пустое место. Призрак. Но, говорят, с земельным наделом. Его престол – это полное забвение. Второй лайк историческому провалу. А Владислав III – это наш грядущий. А теперь бум. Что если третий Владислав придет именно для того, чтобы стереть позор первого и забвение второго, чтобы имя, владеющее славой, так переводится, кстати, имя Владислав, наконец-таки оправдалось? Он не продолжит линию успеха, он искупит линию провала. Вот это поворот. И слова Ванги тут как раз в тему: «Ничто не может остановить славу, славу России, славу Владимира Крестителя». Интересно. Эта версия как ключ, которая щелкает в замочной скважине, и все сходится. Не царские престолы двух первых, исторический призрак и грандиозная миссия третьего, грядущего царя. Так что же мы имеем в сухом остатке? Мы прошли путь от очевидного Владимира через мистического Сергия к скандальному Владиславу. Каждая версия – это отражение нашей собственной надежды. В кого мы хотим верить? В сильного правителя? В святого? Или искупителя прошлых грехов? Пророчество Авеля – это не Google поиск царя. Это зеркало народной души, которое показывает, чего мы ждем от будущего. Мы не ищем имя, мы ищем спасение. И каждый видит его в своих собственных символах. А теперь самый главный вопрос. Самый главный вопрос – это не как его зовут, а готовы ли мы его узнать, когда он придет. Или мы так и останемся детективами, вечно разгадывающими кроссворды прошлого, вместо того, чтобы самим строить свое светлое будущее.